Ищете автосалон премиум-класса, предлагающий широкий выбор автомобилей класса люкс? Обратите внимание на автосалон Авира. Это первый в России дискаунтер по продаже новых премиальных автомобилей ведущих брендов Toyota, Lexus, BMW и Mercedes. Уникальные автомобили, такие как Voya Free. Авира импортирует автомобили из Европы, Арабских Эмиратов, Казахстана, Кореи, Китая и доставляет их своим клиентам по всей России. Выбирая Авира, вы можете воспользоваться рядом преимуществ, которые отличают их от других автосалонов. Во-первых, это все премиальные марки автомобилей в одном месте, что позволяет вам легко найти автомобиль своей мечты. При этом предлагают конкурентоспособные и справедливые цены на рынке, гарантируя, что вы получите самую выгодную сделку. В Авира верят в индивидуальный подход к каждому клиенту, уделяют время тому, чтобы понять ваши потребности, предпочтения и вместе с вами подберут идеальный автомобиль для вашего образа жизни, а также обеспечат полную юридическую чистоту сделки. Авира работает как с физическими, так и с юридическими лицами, аккредитована во всех лизинговых компаниях, что экономит время на поиск выгодных условий лизинга. А главное, выбрать и заказать автомобиль своей мечты можно на сайте avira.ru с доставкой в любой город России. Доверьте себя профессионалам своего дела. Всем привет, с вами Валерий, и вы на канале Захаров Техно. Я думаю, что наш формат нужно разбавить. И сегодня мы снимаем автомобиль на улице в ветреную погоду. Этот автомобиль из Китая. Его название Voya Free. Он обладает электрической батарейкой и, самое важное, бензиновым мотором. Это удобный городской кроссовер на пневмоподвеске. А что внутри и как он едет, мы расскажем вам в этом ролике. Поехали! Этот автомобиль создан в Китае, но при тесном сотрудничестве с ателье Ital Design. Передняя часть очень похожа на компанию Maserati, задняя часть похожа на компанию Porsche и их решение. Внутри мы видим ручки от салона Mercedes, а снаружи ручки в стиле Tesla и Range Rover. Что это такое? Это симбиоз того, что нравится людям. Здесь довольно просторно в салоне, но автомобиль компактный. У него шикарный, мощный и массивный капот. Но габариты чувствуешь хорошо, есть камера кругового обзора и даже камера ночного видения. Поэтому этот автомобиль, наверное, одно из самых лучших современных решений, которое сочетает в себя различные совершенно элементы дизайна, стиля, функций и, собственно, динамики и мощи, что мы любим в автомобилях в принципе. В задней части автомобиля есть логотип Free, китайские иероглифы и, конечно же, узнаваемый стиль Porsche. Эта красная линия объединяет все фары в единое целое, в единую полоску, и ночью смотрится замечательно, бомбово. Есть дефлектор и спойлер. Машина, вот у меня рост 184 сантиметра. Есть узнаваемый плавничок, который является атрибутом большинства современных автомобилей, и, собственно, без него никуда. Есть такой небольшой спойлер. Он имеет прорези для того, чтобы обдувать заднее стекло, и оно не было таким грязным, как, например, у других автомобилей. Нет завихрений. Здесь сделана кнопка открытия багажника, совмещенная с задним дворником, стеклоочистителем. Багажник небольшой, но в целом очень удобный. Давайте посмотрим, что внутри. Предыдущие автомобили, которые есть у меня на канале, это, конечно же, ряд семейных кроссоверов. Этот автомобиль скорее компактный семейный кроссовер. Здесь действительно есть хороший багажник, умещаются довольно много каких-либо вещей, которые вы можете положить. Внутри есть зарядка 12 вольт,
удобные крючки для пакетов, чтобы не каталось ничего по багажнику. Здесь есть с завода штатный коврик. Внутрь багажника доступа как такового очевидного нет. Но я думаю, что там батарейка. Есть такой приличный сабвуфер, усилитель сигнала. Ну и акустика стоит Dyn-Audio. Что про нее сказать? Ну, скорее, этот автомобиль имеет хорошую аудиоподготовку. Это не премиум, это не супер топ, но музыка играет хорошо, и я думаю, что этим сейчас никого не удивишь. Ключ этого автомобиля выполнен очень легким. У него есть 3 кнопки: открыть, закрыть и кнопка багажника. Можно закрыть багажник с кнопки. Ну и я могу вам сказать о том, что этот ключ очень легкий. Он имеет, соответственно, отверстие, его можно прицепить на ключи. И так как я подхожу и отхожу к машине, и она сама открывается и закрывается, это огромный плюс. То есть ключ, в принципе, не надо доставать. И он сделан легким, как аксессуар, который и не должен выделяться. Он должен занимать минимум места, он должен быть легким, и он должен не доставлять своему, собственно, обладателю больших проблем. Ну, как вы заметили, багажник закрывается не быстро и не медленно, так, как надо. Идем дальше. И есть еще важный комментарий. Довольно много есть обзоров на эту машину. Красуется сбоку фирменный логотип Voya. Ну, мне действительно этот автомобиль нравится. То есть он визуально показывает то, что есть возможность совмещать различные стили, и он напичкан вот определенными такими фишками, которые, в принципе, я люблю. На моем канале, конечно же, вы видите разные штуки, разные технические новинки, и этот автомобиль действительно заслуживает отдельного внимания и присутствия на этом канале. Хотел сказать что у автомобиля 2 люка. Вот люк бензобака находится с правой стороны, а люк зарядки с левой. Хорошо это или плохо? Ну, это уже вопросы к производителю. На некоторых каналах присутствуют чисто электрические машины, и там зарядный блок слева. И люди жалуются, что если автомобиль припаркован вдоль дороги и зарядная станция, например, стоит там, где я нахожусь, то требуется кабель тянуть на ту сторону, и не всегда это удобно, потому что зарядные станции рассчитаны на 2 человек. Соответственно, автомобиль, который будет стоять за этой машиной, он либо должен стоять задом, соответственно, поперек движения и практически нарушает правила, либо он, соответственно, не может заряжаться, потому что длина кабеля не достанет. В передней части автомобиля мы видим довольно массивный капот, агрессивные передние ламели, мощные своды внушают уверенность, чувство комфорта, и изнутри, из салона видно габариты автомобиля, и поэтому сравнительно небольшой багажник, сравнительно небольшой салон, он компенсируется с лихвой мощными массивными линиями передней части. Здесь мы видим фирменный логотип Voya, видим камеру. Ну и давайте заглянем под капот, потому что у чисто электрических автомобилей здесь находится ниша для проводов, ну фактически второй багажник для всяких мелочей. Здесь же все закрыто пластиком, это говорит, что автомобиль является, как и брелок, максимально удобным и сделан для потребителя, который не хочет видеть и знать, что там внутри. Он закрыт пластиком, написано Voya, есть синий бачок для омывателя и заливки омывающей жидкости, и есть горловина для дозаливки масла. Двигатель стоит здесь 1,5-литровый, он предназначен только для зарядки батареи. Поэтому смотреть особо здесь не на что, едем дальше. Открывая передние двери автомобиля, мы видим довольно обильное наличие пластиков, текстур, различных материалов и цветов. Но в глаза бросается совсем другая вещь. В глаза бросаются фирменные кнопки Mercedes, конечно же. Это их фирменный стиль, этот дизайн ни с чем не спутать. Он здесь находится, видимо, потому что этот дизайн внушает доверие, и он узнаваем, и он как минимум удобен. С передней части также выходит дефлектор, здесь есть резиновая прокладка, и, соответственно, можно быть уверенным, что автомобиль может себя обогреть зимой и может, соответственно, избавить стекла и задние зеркала от запотевания.
эти функции здесь предусмотрены. Возможно, об этом производитель не думал так усиленно и скопировал где-то еще. Поэтому нужно тестировать именно зимой, но дефлектор здесь есть. Здесь есть практически вот, под дерево такая вставка. Нужно еще проверять, насколько она деревянная или это пластик. Открывание-закрывание двери. Удобная довольно-таки ручка, которая переходит в такой металлический дизайн. Внутри, в салоне, когда автомобиль стоит внутри, в помещении, смотрится довольно дешево. Сама ручка, в целом, она такая плотная, но нужно быть, я думаю, с ней аккуратной. И вот этот вот серебристый такой пластик, он смотрится, не так дорого, как хотелось бы, потому что есть ручки, действительно, которые металлизированы, и ты чувствуешь прохладу. Здесь этого не чувствуется, и мы видим, что это пластиковые ручки. Хотя элемент дизайна выполнен качественно. Перфорированная кожа, это про сиденье, здесь это кожа с прострочкой. Кожа в целом хорошая, скорее всего, это какая-то эко-кожа. Есть довольно удобные ниши для бутылок. И поехали в салон, посмотрим, что там. Хочу сказать, что в Китае есть местами очень приятная история, как дарить друг другу подарки, уделять внимание и заботиться друг о друге. В этом автомобиле коврики выполнены в стиле котиков, и в бардачке, он, кстати, не такой большой, есть одна определенная особенность, о которой я сейчас скажу. Но хочется обратить ваше внимание, что есть вот такой подарок котик. Это наклейка, она металлизированная, она не подходит сюда по размеру, то есть она не сделана в виде кота. Но иногда подарки получать очень приятно. И вот здесь есть такой отклеившийся сзади элемент, собственно, коробки, который говорит о том, что в Китае еще есть над чем работать. И у меня такие мысли есть о том, что будет скоро культ вот этих вот недоделок и культ каких-то таких вещей, которые выдают то, что есть непрофессионализм. И мне кажется, что это будет даже немножко популярно, потому что люди в Китае трудятся, они улучшают эти вещи, автомобили становятся лучше, собственно говоря, те продукты, которые они делают, становятся лучше. И это видно, и вот эти вот элементы уже вызывают улыбку, потому что сам автомобиль местами даже перерос уже своих конкурентов и в каких-то моментах стал действительно на голову выше. То есть все, что можно было сделать, здесь в этом автомобиле сделано. Хорошо или плохо? Конечно же, мы это узнаем на длинной дистанции. Здесь есть подлокотник в стиле Mercedes. Здесь есть очень интересная такая удобная ручка переключения КПП. Самые важные кнопки: парковка, обогрев руля, паркинг, задний ручной тормоз, камера 360. И я покажу главную фишку этого автомобиля. Конечно же, это маркетинг. Это выезжающая главная панель. Здесь 3 огромных дисплея, которые позволяют пассажиру смотреть мультимедиа, следить за приборами. Здесь есть вот еще один дисплей, который показывает настроение твоего голосового помощника. Есть дополнительные камеры, которые смотрят внутрь салона и снимают обстановку, происходящую внутри. Здесь есть 2 беспроводные зарядки, одна сверху, другая снизу. Вот то, что снизу, не очевидно. При закрытых дверях я вряд ли смог бы туда добраться, мне пришлось бы наклоняться и так далее. Поэтому эта ниша, она есть, но не стоит, собственно говоря, ждать, что она будет заполнена чем-то полезным. Скорее, она нужна для проводов, для каких-то ненужных мелочей, и это дань скорее дизайну. Кресла выполнены из эко-кожи, она перфорированная. Здесь есть, между прочим, обогрев, охлаждение и довольно неплохой массаж сидений. Задние спинки выполнены в таком спортивном стиле. Есть вставки приятные, я думаю, что это прям кожа или какой-то ее такой идентичный заменитель. Сзади подголовник, он складывается, тоже где-то подсмотренная история, но он выглядит массивно, он выглядит на премиальном таком уровне и премиального качества автомобиля, и он выглядит максимально комфортно и максимально эффектно. То есть автомобиль создает очень сильное, твердое впечатление, что ты попал в качественную, достойную машину, которая прослужит тебе долго и у которой, не будет каких-то проблем.
Кстати, открывая бардачок, мы видим возможность охлаждения каких-то бутылок. Здесь кондиционер выводится, крутилка. И здесь же заправляется в этот автомобиль ароматизатор. Даже есть возможность выбора, есть возможность подкрутить больше или меньше и сделать себе приятный воздух в салоне. Также у автомобиля вот здесь есть трекпад, им можно пользоваться, прибавлять и убавлять музыку, и можно выбирать режимы. Ну и также здесь вот есть такой выезжающий дисплей, мы можем поднять за 10 секунд, автомобиль поднимается. Что касается некоторых функций, то они не очевидны. Мы включаем, соответственно, пуск, потом еще нужно нажать на кнопку старт-стоп, затем нужно отжать кнопку селектора и уже потом там переключить в драйв. Для меня это было не очевидно. Отпускаем тормоз, и мы никуда не едем. Нужно снять машину с ручного тормоза. Ну, я подразумеваю, если бы я был пристегнут, то мы бы сразу поехали. Давайте проверим это. Я перевожу двигатель в режим Performance. Здесь нет режима Sport. Его передний дисплей, конечно же, это маркетинговая фишка, он опускается ниже. Автомобиль приседает на пневмоподвеске, причем делает это ступенчато. Приседает сначала передняя, потом задняя часть несколько раз. Не будем делать супер точных замеров, потому что это и не нужно. А вот вообще в целом я просто держу телефон. 100, ну 6 секунд. Причем я в моменте понял, что я не хотел бы быстрее. Рывок сильный, перенатяжка ремня, соответственно, вещи наши все улетели в багажник. 6 секунд, ребят, это очень крутой результат. Скорее всего, этот автомобиль может больше. Нету задачи показать динамику максимум для вас. Вы можете увидеть паспортные данные разгона. В городе подобная динамика, это супер. Ну вот сейчас ходом давайте еще раз замерим 0-100. Круто ускоряется, прям приходится держаться за руль. И 100. 5,5 секунд у меня было. Классный результат. Мы едем с оператором вдвоем. В принципе, машина пустая. Здорово. Ну, с учетом того, что я в прошлом обладатель мотоциклов, даже не спортивных, а обычных дорожных, 3 секунды до 100 километров, мне известен этот результат, и он, по большому счету, в городе не нужен. Но наличие такой динамики позволяет в нужный момент ускориться, где-то проехать участок быстрее, ну и, конечно же, на трассе позволяет дать полную волю своим эмоциям и по скоростным характеристикам, и по динамике, и позволяет ехать вполне уверенно. Для меня же в этом автомобиле важнее наличие бензинового двигателя, автономность и надежность этого автомобиля с точки зрения дальности хода. Вот это его главное преимущество именно в этой комплектации. Первые впечатления за рулем необычные, разгоняется и тормозит очень плавно, есть такой ощутимый подхват с низов и чувствуется, что это именно электрический двигатель. У нас не полная зарядка сейчас, и в принципе в городе мы не хотим от нее, чтобы она выдавала полный крутящий момент и динамику, потому что мы едем в потоке, скорость 80 км в час, и в общем-то от автомобиля требуется обзорность, требуется плавность хода и максимальная предсказуемость, потому что эту машину китайцы, я думаю, что делают для широких масс населения. Даже несмотря на то, что автомобиль стоит там 7 миллионов плюс, до 8 миллионов он стоит в различных комплектациях. И я думаю, то, что китайские производители этот автомобиль позиционируют как автомобиль все-таки для широкого населения, в том плане, что он обладает совершенно разными функциями. Здесь куча опций. И он настроен на разного типа потребителей, у которых совершенно разные запросы. Это не говорит сейчас про ценовую категорию,
Это говорит о том, что китайцы учли очень много нюансов, а поэтому китайцы здесь, конечно же, вновь и вновь нас удивляют, радуют нас голосовыми помощниками специальными, которые находятся спереди. Он сейчас в России пока у нас не активирован, и мы не имеем возможности пользоваться, но в Китае полный функционал этих помощников голосовых присутствует, и поэтому можно узнавать погоду, узнавать маршрут, и, возможно, ставить себе будильник или пользоваться какими-то функциями искусственного интеллекта. Кстати, Яндекс запустил искусственный интеллект для Алисы, и появилась возможность уже на полноценном, скажем так, русском языке спрашивать у него полные вопросы и получать достаточно развернутые ответы. Здесь есть контроль полос. Я спереди вижу, как автомобиль двигается по полосам. Автомобиль электрический, поэтому функций много, и подруливает она сама. Вот я сейчас отпускаю и вижу то, что автомобиль подруливает. И параллельно, конечно же, хочется отметить, что вот это первое впечатление такой дешевизны материалов, вот этих всех серебристых поверхностей, оно меняется, и мы видим то, что эти поверхности сделаны довольно качественно, и выезжая на освещенную хорошую дорогу, видно то, что кожа на руле очень качественно сделана, все эти оплетки, строчки, комбинации. Есть автомобили с синим салоном, с белым. Сейчас у нас коричневая кожа и белая кожа совмещены. В общем-то и в целом есть деревянные вставки, но это не мешает, в принципе, не создает впечатление какой-то вот дешевизны. Он претендует именно закрывать совершенно разные потребности людей, и он претендует на то, чтобы быть супер универсальным, удобным, доступным, экономичным в том числе, потому что электрический автомобиль вообще, в принципе, можно не заправлять бензином. Но в российских реалиях бензиновый двигатель – это супер плюс, потому что бензиновый мотор может подзаряжать батарею. Да, он ее не зарядит полностью, но и вы не попадете в ситуацию, когда вы остались совершенно один на один с этой машиной, нужно вызывать эвакуатор, и для нашей местности это супер актуально. И опять же, этот автомобиль, так как он стоит больше 7 миллионов, но я думаю, то, что его эксплуатация все-таки подразумевает наличие либо на работе, офисе, производственной площадке, наличие подключения к розетке, и дома также. То есть дом с паркингом сейчас это не новинка, а скорее ожидаемая такая опция от хорошего качественного дома. А частный дом, там вопросы розеток и обеспечения зарядки, вопросы в принципе не стоят. То есть можно организовать, это сравнительно недорого стоит. Пока я двигаюсь, я в общем-то и в целом не ощущаю себя участником дорожного движения на каком-то особенном автомобиле. То есть машина компактная, здесь хорошо виден капот, куча помощников, камера кругового обзора. Кстати, в этой машине также есть камера ночного видения. В темных паркингах, если переходят люди дорогу, если есть какая-то сложность с освещением или в темных местах, можно пользоваться подобным помощником. Он не обязателен, но если опция есть, и есть и возможность ее применить, то в целом это полезно. 3 дисплея на главном экране. Собственно, это мультимедийная система для переднего пассажира. Она позволяет смотреть видео, записывать тиктоки. Это позволяет снимать, кстати, вот эти дисплеи позволяют снимать обстановку дорожную. Здесь есть камеры кругового обзора, и они позволяют делать фото с передней или задней камеры. И это фото даже выведено на экран. Мы включаем этот режим, и я могу какую-то сложную дорожную обстановку сфотографировать для себя, для того, чтобы можно было элементарно даже какой-то разбор ситуации сделать. И эти камеры имеют функцию записи как регистратор, поэтому в большинстве автомобилей пока это реализовано частично. Поэтому это большой плюс. В этом автомобиле установлена довольно неплохая панорамная крыша, она бескаркасная, и она затемняется не шторкой, как в большинстве автомобилей, она затемняется
с помощью специального электрического затемнения. Она становится такой матовой. То есть есть кнопка «Затемнить крышу». Вот на данном автомобиле в автосалоне мне показали, что эта функция на данный момент не совсем стандартно работает, но в целом я не встречал проблем с ней. Конечно же, есть вопросы по поводу зимы, насколько крыша с подобным стеклом, обладает ли она какой-то там опцией стеклопакета или двойного стекла, насколько она будет отдавать сильно тепло, и в местах, где у нас низкие температуры в стране, то есть это практически половина нашей родины, насколько в ней будет холодно в этой машине именно из-за крыши, потому что шторка не закрывается, не создается воздушная прослойка. В остальном машина доставляет удовольствие от вождения. Я чувствую то, что она послушная, довольно приятная, тормоза узнаваемые, предсказуемые, и вообще стоит ли сейчас вообще классифицировать автомобиль по качеству тормозов, по управляемости. Так как стоит снизу батарея, она имеет довольно неплохую управляемость. Мы решили снова проехать на автомобиле для того, чтобы немного больше почувствовать его динамику, посмотреть эргономику. И я могу сказать то, что приборы видны, но с моим ростом в нижней точке даже сиденья сейчас находится. Хотелось бы поднять руль выше. У руля ручная регулировка вверх и вниз. Но вот кому вниз непонятно. Все-таки кто должен сидеть, если руль будет внизу. А вот выше хотелось бы чуть-чуть больше, чтобы он поднимался. Здесь есть подсветка салона. По всему салону проходит вот эта полоска Lightning. Можно выбирать любую ее конфигурацию. Вот синий мне очень нравится, хотя здесь, наверное, больше подходит желтый. Но когда она находится в положении желтого, она сливается с салоном. Может быть, красный, или синий, голубой. Вот что-то, возможно, такое будет интересно. Ну и, конечно же, днем наблюдать салон коричневый с белым и с желтой полоской не очень интересно, а вот ночью это будет иллюминация играть очень здорово. Поехали еще прокатимся, и я поговорю с вами о том, какие еще функции есть у этого автомобиля, которые мы не затронули. Бензина запас на 71 километр, и батарейка у нас на 36 почему-то километров. И есть такая штука, как WLTC и другие способы измерения дальности хода. Здесь они меняются. Вот сейчас мы едем в режиме WLTC. Это очередная история с маркетингом и очередная история, как в старом мультике, про в чем мерить, в попугаях или в каких-то других зверях. Поэтому данный автомобиль, его запас хода можно измерить в двух системах, которые между собой отличаются. Где-то будет честный, понятный запас хода, когда у вас включен кондиционер. Вот я, например, сейчас кондиционер выключаю, и что-то поменяется или нет, посмотрим. Кондиционер работает уверенно и качественно, все тихо, и даже немножко настораживаешься, где этот звук мотора и где вот этот шум, который мы привыкли слышать от обычных автомобилей. В остальном автомобиль едет довольно уверенно. 20-е диски этому автомобилю очень идут, потому что это все-таки компактный кроссовер на таких огромных катках, на таких огромных дисках. Он смотрится очень внушительно. Диски выполнены в виде такой турбины или вентилятора и выглядят еще больше, еще массивнее. И даже только за эти диски этот автомобиль уже можно выбрать и сказать, что он достоин своего покупателя. Ручки переключения поворотников, вот здесь вот там, передние, задние очистители, стеклоочистители выполнены, я бы сказал, что они выполнены очень легенькими, очень такими невесомыми. И про это, в принципе, все, кто обзор делает на эти автомобили, также отмечают. Руль мне нравится. Комбинированная кожа, сделана качественно, и видно, что она способна прожить больше. Вот сейчас я отпустил руль, и он так
довольно сильно, резко следует траектории движения. Не всегда это ожидаемо и предсказуемо, но в целом автомобиль действительно показывает, что, ребята, мы за сохранность вашей жизни, за ваше здоровье. Если посмотреть назад, то 2 пассажирам будет комфортно, 3 будет нормально, но не для дальних путешествий. Но вчетвером я уверен, что в этом автомобиле можно проехать какое-либо путешествие. И наличие бензинового двигателя сильно продлевает запас хода этой машине. Про запас хода сложно судить сейчас на данном этапе. Этот автомобиль один из немногих в нашем городе электрических. Но обладая бензиновым двигателем, это сильно повышает его шансы на выживание. Этот автомобиль заслуживает те похвалы, которые доносятся из уст блогеров. Я на данный момент получаю максимальное удовольствие. Если это еще и от розетки, если это еще возможно измерить в стоимости киловатт-часа по цене тарифа на электроэнергию, и эта мощность доступна с первых секунд, весь крутящий момент, то это замечательный автомобиль, максимально интересен. И с учетом того, что мы занимаемся оборудованием из Китая, это оборудование претерпело огромные изменения. Вот те станки, которые производят сейчас в Китае, они совершенно другие. Вот это сотрудничество по дизайну китайские производители усвоили очень качественно. Этот урок ими пройден, потому что даже на примере оборудования промышленного, и наши клиенты это тоже подмечают, промышленное оборудование стало в разы качественнее из Китая, и появились какие-то элементы стиля, дизайна. Даже на станках сейчас из Китая мы видим элементы подсветки, элементы каких-то скруглений, форм, стиля. Есть компании из Китая, которые производят лазерное оборудование, которые копируют Apple, в том числе и в аксессуарах, и в подходе к производству собственных решений, собственного видения. Я думаю, что для практически большей части людей, которые смотрят этот автомобиль, он им понравится 100%. Он вызывает ощущение качества. Я думаю, что сильно высоким, рослым людям будет неудобно смотреть вот здесь вот на приборную панель, так как руль низковат. Людям, которые привыкли иметь большие багажники, это люди, которые выбирают большие семейные кроссоверы, это люди, которые выбирают внедорожники, им также этот автомобиль будет немного тесноват. Хотя вот в салоне я вижу что у меня довольно много пространства, много свободного места, есть куда положить руку. Я могу положить руку на на ребро, где у меня находится стекло заднего вида и где у меня находится просто стекло двери. Я отвлекаюсь, потому что мы уже въезжаем в город. Автомобиль новый, он находится в автосалоне Авира. Спасибо им за предоставленную технику. И у них довольно много бывает премиальных машин, новинок. Все эти новинки эта компания может предоставить с НДС. Данный автомобиль тоже находится на продаже с НДС. И большую часть автомобилей премиума либо дорогого код-сегмента покупают люди, у которых есть свои компании. Это производственники, это люди, которые занимаются уже уверенно бизнесом. И эти люди могут себе позволить и зарядку, как дома, так и на работе, в офисе, либо на заводе в каком-либо формате, либо в паркинге. Соответственно, эти автомобили в большей части покупаются в лизинг, это форма кредита. Соответственно, этот автомобиль доступен. Это тоже удобно, можно возвращать НДС, можно амортизацию включать и в расходы, и экономить на налогах. Это тоже очередной тренд в России, которым, собственно, производственники, предприниматели, собственники компаний этим преимуществом списывать налоги также все активно пользуются.